Всем привет! Сегодня будет видео по такому жакету с круглой кокеткой и коротким рукавом. Схему этой кокетки я взяла в интернете, там связано болеро с такой кокеткой, но оно связано без ростка, без подрезов, просто вот кокетка соединено и дальше вниз провязано немного, типа болеро. Я оставлю ссылку на сайт, где я взяла эту кокетку, вы сможете посмотреть. Я связала с этой кокеткой такой жакет, при этом вязала азиатский росток и подрезы. На этот узор я сняла отдельное видео, оно уже есть на моем канале, и кто не видел, вы можете посмотреть. Здесь один раппорт, ряды не повторяются, то есть провязывается один раппорт, и в ходе провязывания расширяется сам раппорт, из-за этого получается круглая кокетка. Ну, в общем, вы сможете это посмотреть. Единственное, что здесь есть пояснения, но все пояснения я также в том видео дала. Здесь коротко остановлюсь на этом. Как я сказала, ссылку я оставлю, там есть и схема на эту модель, и вы сможете посмотреть. Но, как я сказала в том видео, на которое я ссылаюсь, в этой схеме есть ошибки и неточности. Там я пояснила, что в 7 ряду, в 33-м, потом в 39-м пропущена здесь петля, и здесь некоторые неточности. В самом начале видео я там объяснила, поэтому я не буду здесь занимать время, вы сможете зайти и посмотреть. Кроме того, я эту схему немного изменила. Там я об этом тоже сказала, и я провязывала все ряды там кокетки, 54 ряда. 2 раппорта в ширину взяла и провязала. И там я провязывала именно так, как я вязала в своем жакете. Здесь я немножко изменила 1-3 ряд, и в 53-м здесь прибавляются петли до 22 петель. Я в 53-м ряду прибавила еще одну петлю, и у меня получилось в конце в одном раппорте 23, а не 22 петли. Это я тоже там все показывала, как я ее прибавляла и так далее. Поэтому вы сможете посмотреть. Я вязала из пряжи Vita Charm. Это 100% мерсеризованный хлопок в 50 граммах, 106 метров. Колор 4165. Называется он «Чайная роза». Так, рекомендуемые спицы здесь 2,5-3,5. Я вязала спицами номер 3 мм. Эту пряжу я показывала уже в своей посылке, которую я получила из интернет-магазина «Мир вышивки». И под этим видео я также оставлю ссылку на интернет-магазин и на промокод, которым вы можете воспользоваться и получить 10% скидку на первый заказ в этом магазине. Кто не знает, проходите, посмотрите. Большой выбор пряжи и других товаров для рукоделия. Так, всего у меня расход 400 граммов пряжи у меня ушло на этот жакет. По размерам я сейчас скажу. Я вязала на 50 размер, и я когда снимала процесс вязания, я там тоже в сантиметрах называла, но сейчас общие скажу. Значит, кокетка у меня 22 сантиметра в высоту. Ширина жакета 51-52 сантиметра. Длина я измеряла вот отсюда вниз 53-54 сантиметра. Рукав. В начале вязания рукава 20 сантиметров. Затем я немного убавляла, и в конце 17 сантиметров. Я не вывязывала петли для пуговиц на планке. Если вы хотите использовать пуговицы, значит, нужно будет еще и петли одновременно вывязывать. Я использую в качестве застежки булавку, и мне это нравится больше. Можно такую кокетку использовать в любых изделиях, не обязательно вязать жакет. Если хотите вязать по кругу, то просто не набираете петли для планки. И кроме того, если по кругу вязать, то все четные ряды вяжутся в зеркальном отражении. То есть, если при поворотном вязании петли провязываются изнаночными, то при круговом вязании в четных рядах эти петли провязываются лицевыми.
Все остальное точно так же. Вязание, как я сказала, начинается сверху. И для того, чтобы понять, сколько вам нужно набрать петель, нужно сделать расчет. Я покажу свои расчеты, как я рассчитывала. Здесь все просто. И вы сможете по моим расчетам, связав свой образец из той пряжи, из которой вы вяжете, исходя из своей плотности вязания, также точно рассчитать. Так, мои расчеты. Значит, необходимо, как я сказала, связать образец и измерить ширину этого образца. По моему образцу в 5 сантиметрах у меня 11 петель. Я рассчитывала свою кокетку на ширину в начале вязания на 53 сантиметра. Как я это сделала? Используя образец. 11 петель образца делю на 5 сантиметров и умножаю на нужные мне 53 сантиметра. Получилось у меня 116,6 петель, округляю 117 петель. Это начальная по ширине на 53 сантиметра. Дальше. Из этих 117 петель я отнимаю 4 петли планки, чтобы рассчитать, сколько мне нужно раппортов набирать. Я знаю, что у меня планка будет 4 петли. Кромочные я пока вообще не считаю. Значит, отняла от 117 4 петли планки, получилось 113 петель мне нужно для узора. Раппорт узора составляет 8 петель. Эти 113 петель делю на 8, у меня получилось 14,1. Полных 14 раппортов. После этого я определилась, что мне нужно достаточно 14 раппортов. И дальше я уже расчет петель делаю, исходя из количества раппортов. 14 раппортов умножаю на 8 петель, так как в одном раппорте 8 петель, и плюс 1 петля для симметрии. В видео по узору я сказала, что количество петель для узора должно быть кратно 8 плюс 1 петля для симметрии. 1 в конце ряда. Значит, 14 раппортов умножаю на 8 петель узора плюс 1 петля для симметрии. Получается 113. И прибавляю эти 8 петель планки, которые я... прибавляю 8 петель планки, 4 я вначале убрала, но у меня будет планки же 2, поэтому не 4, а 8 петель прибавляю. Одна планка находит на другую. У меня получается 121 петля и прибавляю 4 кромочных петли. Я сейчас буду начало провязывать, покажу, почему 4 я провязывала двойную кромочную. И общее количество петель у меня получилось 125. В них входит, я себе расписала, чтобы было более понятно, в начале ряда 2 кромочные, затем 4 планка, 113 петель узора и в конце ряда также 4 петли планка и 2 кромочные. Затем я рассчитала петли для начала вязания для планки горловины. Чтобы стойкой не стояла эта горловина, я немного убавила. Убавила просто 8 петель, можно убавить меньше, можно больше, потом их прибавить. Я рассчитала, значит, что у меня 125 петель мне нужно для начала вязания, где будет уже узор вывязываться. И отняла от них эти 8 петель. Получилось, что для набора мне достаточно 117 петель. В планке будет все то же самое, 2 кромочные, 4 планки. Между планками будет не 113 пока, а 105, и потом я эти 8 петель добавляю. Итого изначально я набрала 117 петель. Вот для планки, чтобы она закруглилась, набрала немного. Она и так закруглится, но если не убавлять петли, она немножко стойкой будет стоять. Поэтому эти 8 петель я убавила. Я набрала 117 петель. Вот 2 планки.
и провязала планку. Значит, первый и второй ряды провязала лицевыми петлями, то есть платочной вязкой. Третий ряд провязала лицевыми петлями. Давайте я сейчас покажу на небольшом образце полностью, как я начинала. Потому что я видео снимала уже основные моменты, которые нужно было показывать после узора, а начало я сейчас покажу на образце. Наберу несколько петель, чтобы было понятно, и покажу. Петли я набирала, используя одну спицу меньшего размера. Это спицы номер 3, которыми я вязала основное вязание, и это спица 2 мм. И обычным способом набрала 117 петель. Так, 7, 8, 9, 10. Я сейчас наберу, 21 петлю наберу. И на этом количестве покажу. Набрала 21 петлю. Теперь я длинную спицу убираю и начала вязание. Я сказала, первый ряд кромочную снимаю и провязала первый ряд лицевыми петлями. Второй ряд также провязала лицевыми петлями. В третьем ряду я начала вывязывать уже планки в начале и в конце ряда. И провязываю так: первую петлю снимаю, вторую провязываю лицевой. Это 2 кромочные. Следующие 3 петли я провязываю узором рис. Лицевая, изнаночная, лицевая. И 4-ю петлю планки я провязываю лицевой. Можно для удобства планку отметить маркером. Дальше у меня между планками в моем жакете было 105 петель, здесь на образце у меня их 9. Провязываю их 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И вторая планка. Первую петлю провязываю лицевой, следующие 3 петли узором рис, лицевая, изнаночная, лицевая. И 2 кромочные в конце ряда провязываю так: предпоследнюю петлю снимаю не провязанной нить перед работой, последнюю изнаночной. В 4-м ряду между планками я провязала ряд с накидами. Значит, планка вяжется также: первую снимаю, вторую провязываю лицевой, 2 кромочные. Дальше узор рис. Это петли меняются в каждом ряду. Лицевая, изнаночная, лицевая. 4-я петля в изнаночном ряду провязывается изнаночной. Дальше вяжу 105 петель таким образом. Первую провязывала изнаночной и дальше делаю накид, 2 вместе изнаночной, накид, 2 вместе изнаночной, накид, 2 вместе изнаночной, накид, 2 вместе изнаночной. Так весь ряд. Вторая планка. Первую петлю провязываю изнаночной, следующие 3 узор рис. Лицевая, изнаночная, лицевая. 2 последние петли, 2 кромочные,
В конце ряда предпоследнюю петлю снимаю не провязанной нить перед работой и последняя изнаночная. Пятый ряд провязываю планки так же, как вязала планки, между планками лицевые петли. Еще раз покажу планку. Первую снимаю, вторую кромочную провязываю. 3 петли узора рис, лицевая, изнаночная, лицевая. 4 петля в лицевом ряду, лицевая. И все петли между планками провязываю лицевыми. Накиды так, чтобы было отверстие. Вторая планка, лицевая петля, дальше 3 лицевая, изнаночная, лицевая. Предпоследнюю петлю снимаю не провязанной нить перед работой, последняя изнаночная. И так планки будут вязаться до конца изделия, так как я показала. Чередуются эти два ряда, лицевой и изнаночный. Так, это я провязала 5 рядов. 6-й ряд. Планки, как я сказала, вяжутся также, а между планками тоже лицевые петли. То есть как платочная вязка. Вторая планка. Это 6 рядов. И дальше я провязала 2 ряда, 7 и 8 лицевой гладью, то есть 7 ряд между планками лицевые петли, в 8 между планками изнаночные петли, и при этом в 7 ряду я прибавила те 8 петель, которые я при своем расчете изначально отняла. Как я их прибавила? Планку провязываю. И дальше здесь у меня в моем жакете 105 петель. Мне нужно сделать, чтобы их было 113, как я рассчитала. И я прибавляла эти 8 петель через 15. То есть вначале провязала планку, и затем сделала накид сразу после планки, провязала 15 петель, опять накид, 15 петель, накид, 15 петель, накид. В конце планки тоже накид. И получилось у меня ровно 8 петель прибавилось. Накид делала к себе. Так, здесь у меня, провяжу так по 3. Накид. Там 15 провязывала. Вот так. Накид. Последние 15 провязала. Тоже сделала накид. И затем планку. И в 8 ряду провязала изнаночными петлями между планками. В планках никаких изменений нет. А накиды, которые я набрасывала, провязала также за переднюю стенку скрещенной изнаночной. То есть так, чтобы отверстий не было. Вот накид. Скрещенной изнаночной. Я делала накид к себе и провязываю его за переднюю стенку. Если делать от себя, то нужно будет провязать за заднюю стенку. Здесь отверстия не нужны. Мы просто добавляем петли. И все. Это вся планка горловины. После этого я перешла на основной узор. Вот моя планка, так как я сейчас показывала. И когда уже количество петель стало
между планками 13, как я прибавила. Это было уже 14 раппортов узора. И я начала вязать сразу после планки раппорты узора так, как я показывала в видео по узору. И провязывала так, согласно узора, все 54 ряда. После этого я провязала после узора, провязала еще 8 рядов лицевой глади, затем провязала росток, сделала подрезы и вязала вниз. Внизу изделия я связала такую же планку, как по горловине. Это все я снимала в процессе вязания, и вы сможете это увидеть. Итак, я связала все ряды кокетки. По расходу у меня 3-й моточек заканчивается. Всего я связала 52 ряда по схеме, и у меня на этом этапе было 321 петля получилось. Затем в 53-м ряду, последнем ряду схемы, я прибавила по одной петле в каждом раппорте в центре ромба, и на спицах у меня получилось 335 петель. После этого я провязала еще 8 рядов лицевой глади на этих 335 петлях. Просто уже без убавок и без прибавок. Сейчас высота моей кокетки 22 сантиметра. Мне этого достаточно. Теперь можно рассчитать, разделить петли на спинку полочки и рукава, чтобы связать росток. Я свой расчет уже сделала. Как я это сделала, я сейчас расскажу. Я расскажу и в сантиметрах, и в петлях, и вы сможете рассчитать также на свой размер и с учетом вашего количества петель. Итак, мой расчет. Как я сказала, у меня полностью сейчас на кокетке 335 петель. Мой образец составляет, как я говорила, 5 сантиметров 11 петель. Из этого расчета я буду рассчитывать, потому что измерить сантиметром, просто сантиметровой лентой, круглую кокетку очень трудно. Мне проще сделать это так. Как я рассчитывала? От этих 335 петель нужно отнять 6 петель одной планки, так как одна находит на другую, чтобы более точный расчет был. Я отняла эти 6 петель, у меня получилось 329 петель. Это круг. Тот круг, который у меня сейчас в конце. Сколько это в сантиметрах? Чтобы рассчитать, сколько сантиметров в 329 петлях, я обратилась к своему образцу. 5 сантиметров я разделила на 11 петель и умножила на 329. Получилось, что у меня сейчас ширина моей кокетки 149,5 сантиметров, полностью по кругу. Дальше я распределила так. Для себя я определила, что я на рукава хочу оставить по 30 сантиметров. И я проверила, получится ли у меня так правильно. Для этого я от 149,5 сантиметров отняла 60 сантиметров. Это 2 рукава по 30 сантиметров. Получилось в остатке 89,5. Я разделила это на 2, и получилось, что у меня на спинку и перед по 44,7 сантиметров. С учетом того, что я еще буду делать подрезы примерно по 5-6 сантиметров, мне этой ширины вполне достаточно. Я так и оставила на рукава по 30 сантиметров. И дальше расчет по петлям. Сначала нужно определиться, сколько петель нужно оставить на рукава. В 30 сантиметрах рукава у меня получилось 66 петель. Для этого я 11 петель образца разделила на 5 сантиметров и умножила на 30 сантиметров. Получилось, что у меня
на рукав в 30 сантиметрах 66 петель. И дальше я рассчитала так. Эти 329 петель, от них я отняла 2 рукава по 66 петель. И в остатке осталось 197 петель на спинку и перед. Я распределила их так. На спинку я оставила 97 и на перед 100. Давайте я вот так нарисую, чтобы было более понятно. Это рукав, рукав, спинка и 2 полочки. Мы уже знаем, что на рукава у меня 66 петель, и на спинку я уже определилась 97 петель. Осталось 100 петель на перед. Но так как у меня изделие раздельное, 2 полочки, мне нужно с учетом этого рассчитать эти петли. Для этого я к 100 петлям вернула эти 6 петель планки, прибавила, которые я в самом начале при расчете отнимала. Теперь я их возвращаю сюда. Получается 106 петель. И теперь я эти 106 петель делю пополам, и получается, что у меня на полочке остается по 53 петли. И теперь нужно эти все петли пересчитать. В сумме они должны составить то количество петель, которое у вас сейчас на спицах. Я свои все петли прибавила, у меня так и получилось 335 петель. Итак, 97 петель спинка, 66 рукава и по 53 петли на полочке. Так, я пересняла отдельно 97 петель спинки на отдельную спицу и отдельно оставшиеся пополам петли. И теперь я буду вязать росток. Росток я буду вязать только на петлях спинки. Эти 97 петель, вот они у меня, я буду дальше вязать на высоту ростка. Буду примерять на себя, смотреть, думаю, сантиметра 4 я свяжу. Вязать буду также лицевой гладью, просто лицевые ряды лицевыми петлями, изнаночные изнаночными. Только на этих 97 петлях. Сейчас я провяжу и скажу, сколько рядов у меня получилось. Так, росток провязан. Всего я провязала 14 рядов. Эти 97 петель спинки, 14 рядов в высоту. По сантиметрам получилось где-то 4,5 сантиметра. Итого у меня на полочках и на рукаве провязано по 62 ряда. Это 54 ряда схемы и 8 рядов лицевой глади. А по спинке эти 62 ряда плюс 14 ростка, 76 рядов. Если теперь сложить, то горловина переда хорошо опустилась. Теперь мне нужно соединить спинку и полочки. Рукава я уже сняла. Петли рукавов я сняла на булавки, чтобы они не мешали. И теперь буду провязывать так. Сначала я провяжу полочку, ту, на которой я остановила вязание перед вязанием ростка. И затем свяжу подрезы и соединю полностью полочки и спинку. Итак, вот начало ряда. Это полочка. И начинаю вязание. Провязываю первую полочку, планку так же, как вязала. Планка до конца будет вязаться одинаково.
И дальше лицевыми петлями довязываю все петли планки. 53 петли у меня. Я провязала все 53 петли. И теперь мне нужно соединить вязание с петлями спинки, пропуская петли рукава. Но между полочкой и спинкой я набираю подрезы. Подрезы я наберу по 14 петель. Набираю так, скрещенным накидом. 1, 2, 3, 4 и так далее. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Дальше пропускаю петли рукава и перехожу на вязание спинки. Здесь у меня я не обрывала нить, когда вязала росток, так как здесь у меня нить уже заканчивается. Я ее обрежу, затем заправлю. Продолжу вязать с этого мотка. И провязываю все петли спинки. В моем случае это 97 петель. После того, как петли спинки провязаны, я набираю для второго подреза также 14 петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Петли второго рукава пропускаю, и осталось провязать вторую полочку, 53 петли. Потуже затягиваю, провязываю до конца ряда. Так я соединила спинку и полочки. Полностью расправить не могу. Длина лески у меня 80 сантиметров. Петель, конечно, больше. Всего теперь у меня на спицах 231 петля. Это 97 спинки, по 14 подрезы и по 53 полочки. Общее количество 231. Теперь дальше я буду продолжать вязать на этих петлях вязание вниз. Провяжу, сколько рядов у меня получится, и скажу. Так, я провязала длину жакета. Получилось у меня от подреза длина где-то 28 сантиметров. По рядам я провязала после соединения, вместе включая соединительный ряд, всего высоту лицевой гладью ровно 74 ряда. По краю вязала в начале ряда и в конце планка, между планками сплошным полотном лицевая гладь. И провязала так ровным полотном 74 ряда. Затем внизу провязала планку, такую же,
как вязала по горловине. Повторю, значит, 74 ряда закончилось. Дальше я провязала 2 ряда платочной вязки, 3-й ряд лицевые петли, 4-й ряд накид 2 вместе изнаночный, и с 5 по 8 платочная вязка. И петли закрыла. Закрыла обычным способом, петлю провязывала лицевой и протягивала через предыдущую. Также я связала один рукав, и на примере второго сейчас буду показывать, как я это сделала. Рукав короткий, длина рукава от подреза 11 сантиметров по внутренней части. Ширина в месте соединения, когда начинала вязать, 20 сантиметров, и в конце 17 сантиметров. Я сделала здесь несколько убавок. Это я сейчас расскажу, в каких рядах и сколько я убавила. На примере второго рукава покажу. Значит, я пересняла, у меня были петли на булавках, я пересняла с булавок на спицы. Я снимала для рукава эти 66 петель. И теперь мне нужно поднять петли с подреза, по подрезу и по ростку. Поднимать петли я начинаю с середины подреза. Я набирала подрез 14 петель, также по подрезу наберу 14 петель. 7 в эту сторону и 7 в эту. Значит, отсчитываю 7-ю петлю от края и начинаю набирать петли. Это первая петля. И дальше из каждой петли вытягиваю по одной. Значит, по подрезу в эту сторону 7 петель. Вторая, третья, четвертая, пятая, шестая и 7. Дальше у меня росток. По ростку я провязывала 14 рядов, и у меня образовалось от провязывания 14 рядов 7 кромочных петель. Поднимать из этих кромочных петель я буду за 2 стеночки. Вот так поднимая, провязывая так: в первую кромочную 1 петлю, во вторую кромочную 1 петлю. Затем делаю накид и провязываю из следующих 3 кромочных еще по 1 петле. 1, 2 и 3. Накид. Из оставшихся 2 кромочных поднимаю еще 2 петли. Всего по ростку, так, 2 ниточки, всего по ростку я подняла 9 петель. Вместе с накидами 9 петель. 7 по подрезу, 9 по ростку. Теперь я провяжу эти 66 петель, которые у меня уже были на спице, и подниму оставшиеся 7 так же точно, как поднимала по этой стороне. Я подняла все петли, и теперь я буду вязать по кругу лицевой гладью дальше рукав и делать убавки. Значит, по петлям у меня получилось всего 89 петель. Это я 14 по подрезам подняла, 9 по ростку и 66 петель, которые я оставляла на рукав. Как я убавляла? Убавила я по лицевой глади 4 раза по 2 петли в ряду. В начале ряда 1 петля и в конце ряда. Убавляла по 2 вместе, провязывала. После первой петли 2 вместе лицевой и перед последней петлей 2 вместе лицевой. Убавки делала
начиная с 5-го ряда. Первую убавку сделала в 5-м ряду, включая этот ряд, который я сейчас провязала. То есть я сейчас провяжу еще 4 ряда, и в 5-м я покажу, как я делала эти убавки. Итак, я провязала еще 3 ряда, не 4, как сказала, конечно, а 3. То есть сейчас я буду вязать 5-й ряд, включая наборный. И в этом ряду я делаю первую убавку. Значит, вяжу так, это начало ряда, середина подреза. Первую петлю провязываю лицевой, следующие 2 провязываю вместе лицевой за переднюю стенку с наклоном вправо. И довязываю ряд до конца, до последних 3 петель. Когда в конце ряда осталось 3 петли, провязываю 2 петли вместе с наклоном влево и последнюю петлю лицевой. То есть я убавила 2 петли. Итак, я делала убавки. Сейчас я на втором рукаве, дальше уже просто расскажу, там показывать уже нечего. Убавляла так. В каждом 6-м ряду, начиная с 5-го, как я сказала, в 5-м, в 11-м, в 17-м и в 23-м. Сделала убавки. Осталось 81 петля. И так я провязала всего лицевой гладью 26 рядов. Затем провязала такую же планку, как по низу и по горловине изделия. Такие же 8 рядов. И сделала еще 2 раза убавки. В 1-м ряду планки убавила. И в 5-м ряду планки такую же убавку. Когда провязывала, переходила на узор планки, я первую и последнюю петлю все равно провязывала лицевой. А по краям от них также делала, как я сейчас показала, убавки. И так перехода узора на узор нет такой ступеньки, ее не так видно, когда лицевые петли в начале и в конце ряда. И все, и закрыла также. Петлю провязывала лицевой и протягивала через предыдущую. Все, продолжаю вязать второй рукав. Второй рукав довязан. И на этом работа по жакету закончена. Если вам понравилось, свяжите себе такой жакет и присылайте мне фотографии. Мы все вместе посмотрим. Если остались вопросы, задавайте в комментариях. На этом у меня все. Большое спасибо за просмотр и до новых видео.